Приветствую всех на своем канале. Решил поделиться с вами новым способом фарма опыта, который я открыл для себя недавно. Я расскажу, как получить максимальное количество опыта с экспедиции. Может быть, вам эта информация будет полезной. Раньше я фармил квест «Чистое небо» на карте «Замерзшее болото». Минут за 30 можно было получить около 100 тысяч опыта. А вот в новом способе, при удачной генерации врагов на карте, в течение 15 минут можно получить свыше 200 тысяч опыта. Для этого нам нужно запускать карту «Пепельный холм». В ней много открытого пространства для передвижения больших механических врагов. Иногда они будут застревать, но это происходит редко. Именно с них мы будем подбирать дорогие компоненты, которые дадут нам огромное количество опыта. На этой карте в дневной генерации часто появляются два средних меха Европы. А еще иногда может появиться мех Крысиный Король. Когда их убьют враги других фракций, нужно будет в обломках найти самый ценный контейнер. Данный контейнер вскрывается специальной дрелью. По времени эти ящики взламываются ровно минуту. В экспедицию рекомендую брать дрели не меньше 6 штук, так как дополнительно для увеличения получаемого опыта можно будет вскрывать контейнеры от танков. Я выработал свою особую тактику. Сначала я загружаю рюкзак дорогими предметами. Тут главное выдержать баланс и не допустить превышения распознавания и подбора предметов до определенного количества, от которого активируются охотники-убийцы. С такой кривой механикой стрельбы от третьего лица и входящего урона по врагам они могут создать нам проблемы. А еще нужно успеть подобрать самые ценные компоненты. Не забываем оставлять место в рюкзаке под самые важные трофеи. Берем с собой тактическую камеру, чтобы мы легко и быстро могли распознавать нужные нам контейнеры, ведь они часто будут находиться в горящих обломках или не совсем в легко просматриваемых местах. На поле боя стараемся не привлекать внимание больших мехов, пускай они двигаются сами по себе, куда захотят. Обычно они стараются активно участвовать в сражениях с другими фракциями. Важно помнить, что с убитых врагов трофеи через определенное время исчезают, поэтому быстро наполняйте свой рюкзак дополнительными наградами. И старайтесь периодически отслеживать местоположение больших мехов, чтобы понимать, живы они или нет. А затем вы будете лучше планировать свой вектор движения к ним. Я предпочитаю стартовать со входа городские руины. С этой позиции можно сбивать дронов и продвигаться к зданиям на холме, где можно подобрать награды в большой отсек рюкзака, а также одновременно наблюдать за большими мехами. Большая удача, если убьют 2 или 3 больших мехов рядом друг с другом. Тогда можно активировать дрели для вскрытия главных контейнеров почти одновременно. Главное, сначала контейнеры нужно просто вскрыть дрелью, но при этом не распознавать и не подбирать компоненты. Подбегаем к контейнеру, активируем дрель и тут же бежим к следующему. Когда подбираем самый важный компонент, то практически сразу будет активирована за нами охота. Поэтому для экономии времени и сохранения безопасности вначале нужно запустить механизм вскрытия на всех контейнерах. Если они находятся рядом, обязательно нужно сделать одноминутный цикл взлома дрелью. И только потом, когда они все откроются, подбирать награду. Обычно высылают такого же большого меха, но у меня был случай, когда за мной послали грабера. Правда, в этом эпизоде была другая карта, опаленный анклав. И скорее всего, точно сейчас не вспомню, я подымал компоненты с большого меха Евруски. Если вы знаете наверняка, при каких обстоятельствах взлома контейнеров и последующего подбора наград высылают Йобу, он же грабер, то обязательно напишите в комментариях под видео. Если вы сами хотите попробовать убить больших мехов в одиночку, то для этого вам нужно забраться на огромную крепость в виде корабля. Оттуда с высокой позиции можно будет попробовать их расстрелять. Но все равно будьте осторожны, так как обычная пехота туда может забраться. Последнее, что добавлю, если вы видите много танков Евруски на поле боя, то больших мехов Европы скорее всего быстро убьют. Поэтому отслеживайте этот момент, иначе пока вы где-то будете бегать,
важные контейнеры могут пропасть. Как всегда, благодарю за просмотр. Следующий выпуск про вечную зиму будет важным для всех нас, поэтому следите за новостями. Таков путь, да пребудет с нами сила, еще увидимся. This is it. We decide what happens next.